Prabhupada would say we should learn how to take instruction even from a fool. Прабхупада говорил, что нам нужно научить получать наставления даже от глупца. And we should find, is it gold in a dirty place? Да, и мы должны быть способны найти золото в нечистом месте. You see, so we should be looking for good instruction in every circumstance. То есть мы в любых обстоятельствах должны искать хорошие наставления. For example, Prabhupada would give an example. Прабхупада приводил пример. And he would explain how when he first went to America, after he was there for some period of time, he had heart attack or he had some type of stroke and he was in a very bad situation in the hospital. Шрила Прабхупада, после того, как он какое-то время побыл в Америке, у него случился то ли сердечный приступ, то ли еще какой-то удар, и он был в больнице после этого. And Prabhupada commented that the doctor that was taking care of him really was an old fool. И Шрила Прабхупада отмечал, что врач, который о нем заботился, был реально старым идиотом. And the doctor used to tell the devotees, И врач говорил преданным: the old man is praying too much. этот старик слишком много молится, It's going to take his energy. а у него не будет совсем энергии It's от going to этого. cause him to die. И из-за этого он умрет. Tell him not to pray so much. Скажите, чтобы он так много не молился. But that doctor also told Prabhupada, Ну а также этот врач сказал Шриле Прабхупаде: if you recover from this, daily you should have exercise. что если ты сможешь восстановиться после этого, то каждый день нужно заниматься упражнениями. You should walk every day. Нужно каждый день гулять. So that's how Prabhupada began his regime of taking a morning walk every day. И с этого и начался режим Шрилы Прабхупады, благодаря которому он каждый день гулял по утрам. Prabhupada said, I took good instruction even from a fool. И Прабхупада сказал: я получил хорошее наставление от глупца. And I think I've mentioned before, but I had a real sort of turnaround experience like that many long years ago in the beginning of my Krishna consciousness. И может быть я уже об этом рассказывал, но у меня был подобный опыт, который просто перевернул мое сознание Кришны много-много лет назад, в самом начале моего пути. I was a very young devotee Я был совсем начинающим преданным in Buffalo Temple, в храме в Баффало. and we first started traveling Sankirtan. И я впервые начал заниматься странствующей санкиртаной. And when we traveled, we had to just find people that we could live in their apartments. И когда мы путешествовали, нам нужно было находить людей, у которых мы могли бы остановиться дома. We had no money to pay for hotels or motels. У нас не было денег, чтобы платить за отели. And we would stay generally with young people who were engaged in all varieties of bad activities. И обычно мы жили с молодыми ребятами, которые занимались всякой ерундой. And consequently, my mind was always disturbed. И как следствие, у меня ум всегда был в беспокойстве. And what disturbed it more is that we had a young devotee from Canada, and he was in our Sankirtan party also. И что меня больше всего беспокоило, то что в нашей группе Санкиртаны был молодой преданный из Канады. And we were about 20, Нам было где-то по 20, and he must have been about 16. а ему было 16. He was already Brahmanically initiated, И у него уже было браманическое посвящение. and he had memorized, my goodness, he had memorized most of the Bhagavad Gita, И он знал наизусть почти всю Бхагавад-гиту. and he could play the mridangas, very nicely for that time. И он умел играть на мриданге очень хорошо на то время. And he just had one strong defect, Но у него был один большой недостаток. that any devotional quality he had, he was extraordinarily proud of it. Что какое бы у него не было качества преданности, он о нем очень сильно гордился. And he never would hold back pressing you. И он никогда не сдерживал себя в том, чтобы кого-то поднадавить. We had one very wonderful disciple of Srila Prabhupada. His name was Vishnujan Maharaj. Есть один замечательный ученик Шрилы Прабхупады по имени Вишнуджан Махарадж. And Vishnujan Maharaj, even when I joined, he was already
like a legend in ISKCON. И Вишнуджан Махарадж, даже в то время, когда я присоединился, он был легендой в ИСККОН. And he was really like some sort of demigod type person. Он был реально человеком, как будто бы полубогом. I met him a few times. He was very transcendental. Я его несколько раз встречал, он был очень трансцендентным. And this young devotee from Canada, he always imitated Vishnujan Maharaj. И этот молодой преданный из Канады, он постоянно его имитировал. Well, this devotee was proud. Но при этом этот преданный был очень гордый. And because I was proud, it created a conflict. И поскольку я тоже был гордый, у нас всегда были конфликты. And I understood that I wasn't supposed to act on the basis of my pride and my relationship with this devotee. И я понимал, что мне не следует в отношениях с этим преданным действовать, опираясь на гордыню. So most of the time I just ended up like trying to control myself whenever this devotee came by. И поэтому, когда бы этот преданный не появлялся где-то поблизости, я пытался очень сильно себя контролировать. So we were someplace in upstate New York. И вот мы были где-то в южной части штата Нью-Йорк. And we were staying in some horrible accommodations with some young college students who were engaged in horrible activities. И мы жили в каких-то ужасных условиях с молодыми студентами из колледжа, которые занимались ужасной деятельностью. And my mind was so disturbed. И ум у меня был так сильно обеспокоен. And one morning I was trying to chant japa. И вот однажды утром я сидел, пытался повторять джапу. And I think that with a real uncontrolled mind, I must have been, chanting anything other than the Hare Krishna Mahamantra. И вот с таким неконтролируемым умом я полагаю, что я повторял все, что угодно, кроме Харе Кришна. And this young devotee from Canada came by. И тут приходит этот молодой преданный из Канады. And as proud as a peacock, he put his head up. И он гордый, как павлин, поднимает свою And голову. he said, "Oh, Prabhuji, what interesting new mantra are you chanting today?" И говорит: «О, Прабхуджи, а что это за интересную новую мантру вы сегодня повторяете?» And when he said that, I wanted to reply, "I'm chanting the mantra that I want to kill you immediately." И когда он это сказал, мне захотелось сказать ему: я повторяю мантру, что я хочу тебя прямо сейчас прибить. But something happened. Но что-то произошло. And I thought, this is gold, which is coming from an impure place. Я подумал, это же золото и в нечистом месте. And instead of responding on the basis of my ego, I looked at him and I said, actually I'm struggling very hard to chant the Mahamantra. И поэтому вместо того, чтобы ответить ему, основываясь на эго, я сказал: на самом деле я очень тяжело стараюсь, чтобы повторять Махамантру. But I will start trying to reform myself. Но я постараюсь изменить себя. And I think maybe that was the first time in my devotional life that I realized that, every day I have to work harder to reform my chanting and bring my chanting to the position of chanting purely and offensively. И, похоже, это как раз и было тем моментом в моей духовной жизни, когда я понял, что каждый день я должен прилагать усилия к тому, чтобы изменить свое воспевание и научиться повторять чисто и делать это постоянно. And consequently, I survived the traveling Sankirtan party. И как следствие этого я смог пережить эту странствующую санкиртану. And I don't think I committed offenses to the young Brahmin from Canada. И я надеюсь, что я не совершил оскорблений по отношению к этому юному браману из Канады. Lord Chaitanya would say, "No, this Ramachandra Puri, he's instructing me." И Господь Чайтанья говорил: нет, этот Рамачандра Пури, он дает мне наставление. I should accept his instruction. Мне следует принять его наставление.